Если вы слушаете эту историю, пожалуйста, в самом начале или в конце пересылайте ее тем, кому она может откликнуться. Иногда одна такая история помогает кому-то наконец встать со своего пустого стула и перестать терпеть. Электричка медленно выехала из темного тоннеля, и за окнами поползли серые дачные домики на окраине Шымкента. Внутри было душно, окна запотели, люди сонно уткнулись в телефоны. А я смотрела на свое отражение в мутном стекле и в 100-й раз спрашивала себя, зачем я вообще еду? Не могла честно ответить. По привычке, по инерции. Потому что так надо. Это же Новый год, надо быть семьей. Я провела пальцем по стеклу, стирая отпечаток чужой ладони, и вдруг поймала себя на странной мысли. Если бы я сегодня не приехала, заметил бы это хоть кто-нибудь, кроме мамы? Или новогодний стол, как обычно, просто немного сдвинули бы, чтобы никому не мешал мой пустой стул? Электричка дернулась, остановилась. На платформе было скользко, ветер бил в лицо. Я поправила шарф, вдохнула холодный воздух так глубоко, что защемило в груди, и достала телефон. Вверху висело мамино сообщение 3-часовой давности. «Ты где?» Я быстро набрала. «Подхожу. Скоро буду». Пальцы дрогнули. Мне вдруг очень хотелось написать что-то еще. «Мам, а ты вообще рада, что я еду? Или это просто традиция, как салат оливье?» Но я стерла набранное. Как всегда. Дверь открылась почти сразу, едва я успела нажать на звонок. Мама явно стояла в коридоре и ждала. «Ох, Аленушка, пришла!» Галина Сергеевна торопливо поцеловала меня в щеку и уже развернулась обратно. «Давай, проходи, на кухне все стынет. Только снег с обуви стряхни, ковер новый, потом не отмою». Я сняла сапоги аккуратно, поставила параллельно стене. Детская привычка делать все правильно, чтобы никто не сделал замечания. Смешно. Мне 33 года, а внутри по-прежнему живет девочка, которая боится расстроить маму мокрым ковром. Из гостиной донесся заливистый смех. Звонкий, яркий, как звук хрустального бокала. «Мам, а где моя помада? Та, нюдовая!» Раздался знакомый голос. Через секунду в коридор выскользнула Карина, моя младшая сестра. Вся как витрина в торговом центре перед праздниками. Все блестит, мерцает, переливается. Идеальные волосы, макияж, костюм, тонкие золотые серьги. «О, сестрица!» Она кивнула мне, как знакомая из подъезда. Добралась все-таки. Молодец. От этого «молодец» внутри чуть-чуть кольнуло. Я кивнула в ответ. «Привет». Она уже повернулась к зеркалу, поправляя себе волосы, но заметила, куда я смотрю. Мой взгляд сам прилип к стене в коридоре. Там, где раньше висели старые часы, и один единственный наш общий снимок из детства, теперь был целый музей ее жизни. Карина в белом платье, Карина с букетом, Карина с Арманом на фоне моря, в ресторане, у ЗАГСа, в машине, на балконе их квартиры, в обнимку с мамой, с папой, с подружками. Фотографий было так много, что казалось, будто в этом доме живет только один человек, остальные просто фон. Я невольно начала искать глазами что-то еще. Наше выпускное фото, тот смешной снимок, где мы маленькие в одинаковых платьях, любой кадр, где есть я. Ничего. В груди болезненно кольнуло, как будто кто-то тихо поставил диагноз «Тебя здесь нет». Красиво, да? Карина шагнула ко мне ближе, заметив, на что я смотрю. Голос ее был довольный, даже немного самодовольный. Мама тут разошлась. Но согласись, такой праздник раз в жизни. У кого-то вырвалось у меня. Я сразу пожалела, что сказала это вслух. «Что?» Она чуть приподняла бровь. «Ничего». Я отвернулась. «Пойду в зал». В гостиной пахло мандаринами и жареным мясом. Телевизор уже мигал новогодними огоньками, вокруг стола стояли знакомые стулья, скатерть с золотистой полоской, все было как всегда. Только чувствовала я себя здесь все меньше, как дома, и больше как гость, который пришел по расписанию.
Папа сидел за столом и резал рыбу. Его большие руки двигались медленно и аккуратно, словно он боялся испортить форму каждого кусочка. «Пап!» — я подошла сзади, обняла его за плечи. Аленушка!» Он чуть вздрогнул, потом виновато улыбнулся. «Пришла все-таки. Дорога как?» «Нормально», — сказала я. «Электрички ходят, как всегда». Он кивнул и снова уткнулся в рыбу, будто та вдруг стала самым важным делом на свете. Я хотела, чтобы он спросил: «Как ты? Как живешь? Ты счастлива?» Но этих вопросов не прозвучало. Их, кажется, никогда и не было. Мама внесла большую миску салата. «Так», — сказала она деловым тоном, — «все руки помыли. Карин, позови Армана и скажи, чтобы быстрее все остывает. Он еще машину ставит. У него вообще-то ответственная должность. Не то, что у некоторых может задержаться». Слово «у некоторых» повисло в воздухе как легкий, но тучный укол. Мой укол. Я проглотила его, как всегда. Мы расселись за стол. Я на своем вечном месте у окна, где прохладнее и сквозит. Карина по центру, под часами. Рядом с ней пустой стул для Армана. Я смотрела на этот стул и вдруг поймала себя на мысли, что за все годы у меня не было в этом доме своего почетного места. Я всегда садилась туда, где оставалась свободно. Тихо, незаметно, удобно для всех. К бокалам разлилось шампанское. Карине до краев, мне чуть меньше. «Ну», — мама подняла свой бокал, — «давайте за наступающий год. Пусть у наших молодых все будет хорошо. Чтобы семья крепкая, детки здоровые, дом полный». Она смотрела на Карину с такой гордостью и нежностью, что у меня внутри все как-то сжалось. Я улыбнулась, по привычке, чтобы никого не подвести. «Год был просто сказочным», — Карина поправила локон, будто позировала невидимой камере. «Свадьба, Турция, ремонт, столько дел. Мы с Арманом устали, конечно, но оно того стоило». Мама кивала, поддакивала, задавала вопросы про ресторан, музыкантов, декор, путешествия. Я слушала их, ковыряя вилкой салат, и внутри чувствовала себя как гость в кинотеатре, который случайно попал не на тот сеанс. В какой-то момент, чтобы хоть как-то включиться в разговор, я спросила: «А ипотека у вас как? Полегче стало?» «Нам куда легче стало», — не глядя на папу, ответила Карина. «Армана повысили, у него теперь перспективы, все идет в гору». Она произнесла это слово «перспективы», так, будто говорила не о работе, а о золотом билете в какую-то высшую лигу жизни, куда мне вход закрыт. «А ты там как в своей фирме?» Только после этого мама повернула ко мне голову. Взгляд был быстрый, поверхностный. «Работаю?» — я пожала плечами. «Все стабильно. Ну и хорошо. Главное, чтобы у семьи все было». И тут же вернула взгляд к Карине. «Карин, мы же коляску потом вместе будем выбирать. Я уже смотрела варианты». Дальше разговор снова ушел в обсуждение будущих внуков, детских кроваток, поездок, планов. Где-то в глубине груди что-то ныло, старое, простуженное, но упрямое чувство. «А я? Кто вам? Просто человек, который приносит салат на Новый год и уезжает?» Когда пришел Арман, высокий, уверенный, с аккуратно подобранным подарком для родителей, я вежливо поздоровалась. Он тоже. Мы обменялись 2 фразами, и оба сделали вид, что этого достаточно. Никто не знал или не хотел знать, что у меня где-то там, далеко, есть тоже человек, который ждет меня, любит, интересуется, как я добралась, замерзла ли, ела ли. Просто потому, что я о нем никогда вслух здесь не говорила. До сегодняшнего вечера. И я еще не знала, что в эту ночь не просто встретится Новый год. В эту ночь закончится целая эпоха моей жизни. Часы на стене медленно подбирались к 9. За окном темнело, редкие петарды уже вспыхивали вдалеке. На столе теснились салаты, горячие мандарины, торт, оливки, ветчина. Мама металась между кухней и гостиной. Папа пытался помочь.
Карина то поправляла прическу, то проверяла телефон. Я сидела на своем месте у окна и чувствовал себя человеком, который пришел на праздник, где сценарий был написан без него. Каждый знал свою роль. Мама — заботливая хозяйка. Папа — спокойная опора Тиха. Карина — главная героиня. Я — фон. В какой-то момент разговор утих. Все уселись, налили по второму кругу шампанского. В комнате стало тихо, только часы негромко тикали, а в телевизоре смеялись ведущие. И вот тут, когда в воздухе уже висело предновогоднее напряжение, Карина вдруг откинулась на спинку стула, повернулась ко мне и громко на всю комнату спросила: «Слушай, Алена, я вот тут подумала, тебе ведь уже 33, да?» У меня внутри что-то сжалось. Я почувствовала, как ладони стали влажными, а в горле пересохло. Но голос прозвучал ровно. «Да». «И ты все еще одна, да?» Она сделала вид, что спрашивает почти сочувственно, но в глазах блеснуло что-то острое. «Тяжело, наверное, Новый год без пары встречать». На секунду мне показалось, что воздух в комнате стал плотным, как сироп. Мама напряглась. Папа опустил глаза на тарелку, будто там появилось что-то жизненно важное. Арман чуть отодвинул бокал, сделав вид, что не слышал. Я это уже проходила. Не раз. В 25. В 28. В 30. Ну, когда уже познакомишь нас с кем-нибудь. Хватит уже быть одной, не девочка. Посмотри на Карину, у нее все по плану, а ты... И каждый раз я уходила в шутку, сглаживала, проглатывала. Мне казалось, если я промолчу, будет меньше боли. В этот раз внутри поднялось другое чувство. Не обида, не злость. Какая-то тихая, уставшая твердость. Я аккуратно положила вилку на тарелку, вытерла губы салфеткой и вдруг очень отчетливо поняла: если я снова промолчу сейчас, я предам уже не только себя, я предам того, кто рядом со мной целый год, кто был в тот день, когда этой семье было не до меня. Я подняла голову и встретилась взглядом с Кариной. «Не переживай за меня», — сказала я спокойно. «Я уже год как замужем». В комнате повисла такая тишина, что стало слышно, как где-то в коридоре капает вода из-под ботинок. Мама застыла с поднятым бокалом, словно кто-то нажал на паузу. Папа медленно поднял на меня глаза. Арман чуть отодвинул бокал, сделав вид, что не слышал. «Что ты сейчас сказала?» У мамы дрогнул голос. «Я сказала, что замужем», — повторила я. Внутри все дрожало, но снаружи голос звучал ровно. «Уже почти год». «Алена», — мама поставила бокал на стол, не отрывая от меня взгляда, «если бы ты выходила замуж, мы бы знали, ты бы сказала, это же свадьба». Я глубоко вдохнула. В горле защипало. «Я говорила, мам, в тот месяц, когда вы были заняты свадьбой Карины, я отправила приглашение всем». Папа нахмурился. «Какие приглашения? О чем ты?» Я достала телефон из сумочки. Руки у меня дрожали, я еле попала по иконке. Если честно, я не собиралась показывать им это все. Я хранила эти скрины, уведомления, документы, скорее для себя, чтобы не сойти с ума и не решить, что все это я выдумала. Я открыла папку и положила телефон на стол. Вот, почтовые уведомления. Отправка, доставка, подписи. Я увеличила одно из них. Под строчкой «Получено» значилось знакомое имя — Бекжан К.А. Карина откинулась на спинку стула и закатила глаза. «Да господи, мало ли кто там что подписал. На почте бардак. Мог любой расписаться». «Курьеры не имеют права расписывать за получателя», — тихо сказала я. «Там сигноподпись того, кто взял письмо». Я смахнула экран, открыла другую вкладку. А вот электронные приглашения. Я дублировала письма на почту. И вот отчет. Все письма открыты. Причем с нашего домашнего Wi-Fi. Папа растерянно моргнул. «Мы с мамой этими электронными штуками не пользуемся. Я и пароль-то не помню». «Я знаю», — я кивнула. Внутри всплыло ощущение, как я тогда, за месяц до свадьбы, звонила им десятки раз и слышала: абонент временно недоступен. Потому что есть еще вот это.
Я открыла скриншот семейного чата. Все было очень просто. Дата, список участников, пометка. Удаленный из группы Алена. Мама побледнела. Настолько, что помада на ее губах стала выглядеть слишком яркой. «Карина», — прошептала она, — «это правда?» Сестра усмехнулась, но уголки губ дрогнули. «Мам, ну ты серьезно? Ты веришь вот этому цирку? Она всегда все преувеличивает. Придумала себе свадьбу. Тоже мне». Слово «придумала» больно резануло по-живому. На секунду мне хотелось закричать, стукнуть по столу, обвинить ее во всем, напомнить каждый день, когда я звонила им и слышала лишь гудки. Но я только выдохнула. Медленно. «Хорошо», — сказала я. «Тогда давайте без телефонов». Я достала из сумочки белый плотный конверт, который возила с собой уже несколько месяцев. Внутри у меня всегда жила тихая надежда, что однажды у нас получится нормальный разговор. Я развернула лист и положила на стол. Свидетельство о заключении брака. Мое имя, имя моего мужа, дата, печати, подписи. Мама наклонилась, провела пальцами по бумаге, словно боялась, что она исчезнет, если моргнуть. «Настоящее?» — прошептала она. «Боже, Алена, ты правда?» Она не закончила фразу, голос сорвался. В глазах блеснуло чувство, которое я давно не видела. Не раздражение, не усталость, а боль и вина. Арман наклонился вперед, разглядывая документ. «Подождите», — сказал он. «То есть вы действительно женаты уже почти год?» «Да», — ответила я. «И я не прятала этого. Я приглашала всех». Он перевел взгляд на Карину. В его глазах не было злости, была растерянность, почти детская. «Ты знала?» Карина поймала его взгляд. На секунду в ее глазах мелькнуло что-то похожее на страх. Может, впервые за весь вечер. «Ладно!» — резко выкрикнула она. «Ладно, да, знала! Что теперь? Довольны?» Мама вскинулась. «Что ты сейчас сказала?» «Я сказала, что знала». «И что? Я не хотела, чтобы она испортила мой год. Понятно?» Внутри у меня все словно обмякло. Нет, я этого, конечно, ожидала. Догадывалась, но услышать так прямо. Папа сжал ладонями лицо. «Карина». Он говорил медленно, будто сам не верил своим словам. «Ты специально спрятала ее приглашение?» «Да никому это не было важно. Это был мой год, моя свадьба, мой праздник. Я не собиралась позволять ей со своей тихой церемонией все испортить». И в этот момент я вдруг поняла самую страшную вещь. Не я была для них лишней. Лишним было любое мое счастье, которое могло хоть чуть-чуть перекрыть блеск одной единственной главной героини. И впервые за долгие годы у меня внутри поднялось непривычное чувство вины, а очень спокойная, твердая фраза, которую я сейчас вслух произнесу. Комната будто стала меньше. Стены придвинулись ближе, потолок опустился, воздух стал тяжелым, будто мы все сидели в герметичном стеклянном шаре и наблюдали за собственными ролями со стороны. Мама сжимала салфетку так сильно, что та порвалась. Папа смотрел то на меня, то на Карину. Арман опустил взгляд в стол. Но по выражению его лица было видно,
Внутри у него все тоже трещит. А я вдруг как будто оказалась вне этого кадра. Как зритель, а не участник. Я посмотрела на Карину. Уже без привычной смеси зависти и боли. Передо мной был не идеальный ребенок, не звезда семьи, а уставший, напуганный человек, который когда-то решил, что если кто-то еще будет счастлив рядом, ее собственное сияние померкнет. И прожил в этой установке слишком долго. «Карина», — сказала я неожиданно тихо, — «ты лишила меня семьи в день моей свадьбы». Эти слова прозвучали ровно, без крика, но они будто ударили в воздух. Карина дернулась. «Да хватит драматизировать», — она нервно засмеялась. «Ты сама виновата, молчала, ничего толком не говорила, а теперь устроила спектакль. У тебя всегда все через край». «Нет», — вмешался вдруг Арман. Голос у него был не громкий, но твердый. «Сейчас не она через край, сейчас ты». Карина повернулась к нему резко, как будто он предал заранее оговоренный сценарий. «Ты на чьей вообще стороне?» — прошипела она. «На стороне нормального отношения. То, что ты сделала, это слишком, даже для семьи». Эти слова, кажется, ударили по ней сильнее всего. Впервые за долгое время ее союзник не встал рядом. Мама прижала ладонь к губам. «Карина, как ты могла? Это же твоя сестра!» «Конечно!» — взорвалась та. «Вот теперь все хорошие, все за Алену. А когда я тянула этот год, когда я все организовывала, всем было удобно, что я одна все делаю. Все были довольны. И теперь вдруг вы ее защищаете, да?» Она ткнула в мою сторону пальцем. «Она просто завидует, всю жизнь завидует. Вот и придумала себе брак, чтобы внимание перетянуть». Я слушала это и не чувствовала привычного укола. В слове «завидует» звучало пусто. Мне казалось гораздо страшнее другое. Сколько лет я пыталась доказать людям, которые искренне считали это нормой, что тоже достойно любви и уважения. И вдруг поняла. Любовь и уважение не доказывают. Их либо дают, либо нет. Я встала. Стул скрипнул. Все разом повернули головы. «Я не собираюсь оставаться там, где меня не видят», — спокойно сказала я. «Алена, подожди!» Мама вскочила, вытянула ко мне руки, будто хотела физически удержать. «Давай, спокойно все обсудим. Ну, пожалуйста. Это же семья». В ее голосе впервые за долгое время я услышала не раздражение, не упрек, а настоящий страх. Страх, что я действительно уйду. Не на пару часов до электрички, а по-настоящему. Из их мира, где у каждого была своя роль, а у меня только фон. «Мам». Я мягко на нее посмотрела. Я очень долго ждала, что меня здесь увидят. 33 года. Этого достаточно. Папа медленно поднялся. «Алена, не уходи сейчас», — голос его дрогнул. «У нас ведь Новый год». «Пап», — я грустно улыбнулась, — «для вас Новый год только начинается, а у меня заканчивается старый. Я уже давно ушла, просто вы сегодня впервые это заметили». Эта фраза будто прорвала в комнате какую-то пленку. Карина отшатнулась, как от пощечины. Мама села на стул, уставившись в одну точку. Папа опустился обратно, словно на нем повисли все годы, в которые он молчал. Я подошла к вешалке, взяла свое светлое пальто с мягким воротником, тот самый подарок от Руслана. Когда он дарил его, просто обнял и сказал: «Ты достойна тепла. Даже если кто-то рядом этого не видит». Тогда я не до конца поняла, насколько эти слова важны. Сейчас очень хорошо понимала. Я надела пальто, шарф, перчатки. Руки все еще чуть дрожали, но внутри становилось ровнее, как будто я делаю что-то очень правильное, хоть и болезненное. Я подошла к двери. «Алена, дочь». Мама подняла на меня глаза. В них смешались ужас, вина и отчаянная попытка удержать привычный мир. «Пожалуйста». Я посмотрела на нее.
И в первый раз за все время не почувствовала обязанности ее успокоить, оправдаться, сгладить угол. «Мам», — тихо сказала я, — «иногда, чтобы семья действительно стала семьей, кто-то один должен уйти. Иначе все так живут в иллюзии, что все в порядке». Я открыла дверь. В дом ворвался холодный чистый воздух. Пахло снегом и хвоей. Этот запах ударил в голову, как глоток очень крепкого, но живого напитка. Где-то вдалеке уже пускали салюты, люди смеялись, считали минуты до боя курантов. Поздно, но еще не для меня. И вышла. Дверь за спиной захлопнулась глухо. Дом словно вздрогнул. Я шла по двору, слышала за спиной приглушенные голоса, чьи-то сбивчивые фразы, стук по столу, звук передвигаемого стула. Казалось, кто-то внутри судорожно пытается собрать по кусочкам давно треснувшую картину под названием «Идеальная семья». Но я уже знала. Ничего не склеится, пока вместо витрины не появится правда. Я вышла за калитку. Снег мягко хрустел под ногами, мороз приятно щипал щеки, где-то вдали запустили большие салюты. Не для меня, но в этот момент казалось, что и для меня тоже. Я не оборачивалась, но почти кожей чувствовала, что в той комнате сейчас стоит пустой стул, тот самый, на котором я сидела всю жизнь, смиренно, тихо, стараясь никого не подвести, стать удобной, незаметной. Теперь он пуст. И впервые за все годы это казалось правильным. Где-то в глубине кармана завибрировал телефон. Я достала его, на экране высветилось имя. Руслан. «Ну что, жена, ты как? Не очень замерзла? Я уже под домом. Хочешь, поедем смотреть салют с холма, а потом ко мне? У нас свой Новый год». Я вдруг почувствовала, как к глазам подступают слезы. Теплые, освобождающие. Не от боли, а от облегчения. «Хочу», — сказала я. «Очень». И пока я шла к машине, я поймала себя на мысли: да, в том доме сейчас Новый год с хлопушками, ауфтарами и оливье, но настоящий Новый год для меня начался только сейчас, там, где есть человек, который видит меня не тенью, не фоном, не старшей сестрой без пары, а просто мной.